Всем привет! Всем привет! Всех рад видеть. Рассказывайте, как ваши дела? Как прошли ваши выходные? Готовы ли вы к понедельнику? А мы сегодня поиграем в Metal Gear 3 Subsistence. Так. Ой, как игра захватывается или нет? По идее должна. Узнаем. Это мы с вами сейчас узнаем. Нет, как игра захватываться не хочет. Ладно, значит через захват экрана сейчас. Верхушку тоже один могу брать. Так вот, в принципе, нормально. Здорово, Бэт, здорово, да. Обожаю эту серию игр. Первые две части прошел с огромным удовольствием. New Game. А в чем разница? В чем разница между вот я играю в Metal Gear серию впервые. Я люблю Metal Gear Solid 1. Я люблю Metal Gear Solid 2. И я люблю Metal Gear Solid 3. В чем разница? Объясните, пожалуйста. Мне нравится. А если мне ничего не нравится? Где такой вариант? Так, ну... Что за... Я не я играю в Metal Gear Solid серию в первый раз. От этого зависит сложность? Серьезно? Блин. А нас... Блин. Что это за выбор сложности? Почему нельзя просто написать легко, нормально, средне, сложно? Ай. А вот это тогда зачем? Не, ну тут в любом случае нормал. Как бы это не для меня хард. Хард я тоже, конечно, с легкостью пройду, но не хочу. Это сложно, серьезно. А до этого что было? Не, ну тут нормал, понятно. Пипец, блин. Даже сложность нормально выбрать нельзя в этой игре. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Так, нормально по звуку? По идее, да. Я на русском ни хрена не понимал, что происходит, а на английском-то... Сейчас я вам как переводю. Hurt Translate включу. Hurt Translate.
5:30 утра, август 24, 64 год, Пакистан. 20 минут до высадки. Сами. All right, you ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good, we've got high visibility. Это, я так понимаю, приквел. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Или мы во времени будем прыгать? Ну это приквел, правильно, Does к this первой Pennywise части? know what he's doing? Хидеки Сасаки. Ютака не 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out Ну the вот, cigar да. and put on your mask. Вот это я понял. Это я молодец. Это я молодец. Это я умный. Это мозг. Так, я не понял, где Сосору Сильвер? Depressurization complete. Где виновник данного торжества? 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. Одно World's радует, это first последняя airgun. серия, последняя игра данной серии, 10 которую seconds мы to можем drop пройти. off. Stand by. А вот четвертый Status точно не okay. получится All пройти. green. Prepare for drop off. Countdown. Но четвертая была только на третьей плойке. 3, 2, 1. А эмулятор Spread третьей your плойки And fly. God be плохо with you. работает. Ну, у меня, по крайней мере. Как же самый первый. Полетели! Обожаю тебя, Хидео. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has понятно. finally given us the green light Интерактивное for кино, the virtuous поехали. mission. Virtual mission. No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission. Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, Блин, about качество 2 огонь. years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, Юрчик. known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Ну, для таких ситуаций есть гайды, если что. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly.
One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. Есть Сосору The Сильвер, mole, to get the family out Есть first, 20 часов, succeeded in sneaking Sokolov over которые, the если я не Berlin Wall укладываюсь, shortly то... afterwards. I was the one who conducted the О, operation. вы только The посмотрите на security это, on the да eastern ну. side was still full of Где holes картинка? back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole вот ordeal had картинка. left him exhausted. Тут We картинка checked him into a пропала. hospital in West Berlin. Спасибо, спасибо за 10 рублей. 2 weeks and more than Сосору 600 Сильвер. miles to get from the research facility Не-не, in the там Soviet Union условия to 20 Berlin. часов. He was in no condition to say anything Так coherent. что... And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. Здорово, Сосору Сильвер. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying Не- intermediate не range пизжу. ballistic missiles Не in пизжу. Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted. Ну, вообще, я глянул, она between проходит так же, как и вторая по Security времени Council and примерно. unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Так что в любом случае, по идее, в 2 часов Finally, мы on укладываемся. October 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Рэмбо не кушал крокодилов. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. Сегодня в конце опять, если что, разыгрываем заказ игры на стрим. Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working Если on the будет weapon среди in кого question разыграть. under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selinoyarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Это что, мы сейчас играть будем? Да ладно. Всего лишь 15 минут катсцена шла. Ой, это разве катсцена? Ух, фигня. Даже не заметил. Можно было и подлиннее сделать. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selinoyarsk, Считаю, что the обленились Soviet разработчики, mountains, ensure the обленились. safety of Sokolov and bring him back to the west. Там зачем-то R1 надо было нажать, да? If
If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. Зачем The это? recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Ты приземлишься сегодня или нет? It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? Ладно, это предыдущая часть хотя бы на русском будет. Тут я вообще ни хера не понимаю, что происходит. So you're planning on going over the border in a single combat talent? Я понял, что какой-то Соколов что-то там сделал. И Гагарин на Луну в космос полетел. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals. Обед, завтрак, да. Что ты посеял? Что он посеял? Вот из-за того, что он за что-то зацепился, мне теперь будет сложнее играть, да? Супер. Отлично. Молодец, большой босс. Молодец. Почему бы и нет? Почему бы и нет, собственно говоря? Кусок дурака. Блондиночка наша. Ну давай, блонди, понеслась. Да, лицо как у Райдена. Я заметил. Я думаю, туда лучше не прыгать, да? Вряд ли это чем-то хорошим кончится. Так. А можно обучение какое-нибудь там, например, не? Змея. Мне лучше не подходить. Я понял. Драться умеешь? Умеешь. Убил змею. Ха! Я беспощадный. Так, звонок. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Он стал Снейком, потому что он только что убил Снейка? Survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? Серьезно? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Oh, and Snake. Yeah, The crew isn't watching anymore. You can take off the disguise now. good idea. This isn't right. Time for the snake to shed his skin.
Совпадение? Нет, это не совпадение. Таких совпадений не бывает. Вот это поворот! Это, видимо, прям поворот для тех, кто после второй части прям сразу сел играть в третью часть. Тут херак, вроде за Рейвена играли, а тут бац, и не Рейвен. Тут бат и жидкий. Бац и жидкий. Can you hear me, Major Tom? This is Snake. Kept you waiting, huh? This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Да я пока что не то чтобы напрягался. Better go back and get it then. За 27 минут стрима я поиграл 22 секунды. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Так, я понял, что мы умеем лазить по стенам, по лазилкам. Так, это присесть. Нет, ты не научился ходить в приседе, к сожалению. Есть зуб какой-то. Есть нож. Ладно. А подожди, перелезь. Да встань, пожалуйста. Он меня уже бесит. Может, там сюда. Пожалуйста, ты 2 минуты назад нормально это перепрыгнул. Фух. Игра обещает быть интересной. Ха! Съел! Куда тебе против меня? Так, а как лазить по деревьям? Снейк, куда нам в итоге? Сюда? Нет.
переползай. Где? Тут негде переползать. Тут он может тут проползти? Ладно. Может. Так. Ладно, хотя бы здесь камера нормальная. С первыми двумя частями. Это не может не радовать. Так. Еще я понял, что это за проценты справа сверху. Это процент нашей маскировки. Snake, where do you think you're going? You can't expect to proceed with the mission without any weapons or equipment. First, you'll need to recover your backpack. It's caught on a tree to the south. Press the action button to climb the tree and retrieve your backpack. Is that clear? Вот да, это я понял. Да. Куда я вообще пришел? О. Эть. Человек. Снова паук. Без него мы... Дальше куда? Там же еще выше, нет? Да еще выше. Куда вниз? Наверх. Минус 5% маскировки. Это как? А, вот он мешок. Я мешочек не увидел просто. Что ты хочешь? The backpack is on the branch pointing east on that tree, right? Walk along the branch and get it. Be careful not to fall. You should be able to grab your backpack if you hang from the branch by pressing the action button. Угу. Але, оп! Все, снаряга у нас. Теперь меня не остановить. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, Блин, you can hunt for local выносливость. flora and fauna. Выносливость. Ненавижу Use either your выносливость. tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily wastes. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose.
SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Здорово, Paramedic. парамедик. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. А почему Snake? не соло-медик? My name, huh? It's John Doe. And you call me Jack for short. You're a regular Captain Nemo. On the battlefield. After a week, no one has a name. Но What's your Снейку name? неинтересно. Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of У recording нее your mission сохраняться, да, data. надо? Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it Здорово. been? Boss? That's right. It's me. Ты босс? Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, Здорово, and босс. 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Ангнауна, ланауна, науна. I know Ничего all не about известно you. про нее. Really? Известно только то, что она девушка и босс. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why, Молодой целот. but you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not Это же quite a сколько лет soldier. целоту тогда в основной A игре? soldier is a political tool, nothing more. Ой, That's doubly 35 true лет, if блин, he's a прошло, career по сути. soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is.
I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. Зачем мне I'll эта be информация supporting со you over 40 the сильных? radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need Я more все advice думал, on кто battle смотрит techniques. такие стримы? Оказывается, ты со 40 сильных Your смотришь mission такие is to стримы. retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the Пока basics меня of не было. Не, ну CQC. пока меня нет, да. Там больше смотреть не на что, согласен. Согласен. Кроме меня смотреть на Твиче нечего. Здесь, вот здесь со 40 сервер, я с тобой полностью согласен. Commencing virtuous mission now. Блин, как же мне нужен выходной, а? Просто, вот, серьезно, уже 2 недели, больше 2 недель уже не было прям свободного дня, чтобы я мог сесть и целый день постримить. Так, змея. А в какую сторону? Дремучий, болото. Перевод топ. Дремучий, болото. Так, у нас теперь есть пистолет. Это микрофон, это пистолет. Глушак не вечный. Сонар. Подожди, а тут нету этого радара, что ли? А, вот. Охренеть! А зачем так? Это что такое? Так не пойдет. Это что такое?
Это лечки, правильно же? Фейк дес пилюли. Это лечки или это не лечки? Слушай, да, это сейчас включу, подожди, а вот это вот что такое? Это в смысле? То есть это когда совсем уже подгорело, можно бахнуть пилюльку и закончить игру? Так, я ж в какую сторону? Крокодил! Пошли завалим крокодила. Или не будем? В смысле? What's going on? Snake! Snake! По чинам. Здорово, Денис. Здорово. По чинам. Ну блин, ну я довольно-таки долго держался. 46 минут стрим длится, только первая смерть. В первых двух частях, по-моему, все было гораздо быстрее. Как поживаешь, Денис? В смысле быстро? 46 минут. 46 минут это не быстро. 46 минут не каждый сможет, знаешь ли. Хорош крокодил. Хороший. Да тоже потихоньку. Помаленьку. Никак, блин, 200 фолловеров не добью. Добрый Гена, крокодил. Всех на свете проглотил. Так, я так понимаю, нам сюда. Это... Зоозащитники меня не поймут. Дремучий север. Классно. Из дремучих болот в дремучий север. Быстро мы. Можно разные предметы в траве находить. Если траву употребить, можно и просто разные предметы находить. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Добрый Гена, крокодил, всех на свете проглотил. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. You can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? Стелс Мишен это для меня. Стелс Мишен мое второе имя. Я создал Стелс Мишен, если кто не помнит. Не, ну змея это мы уже попробовали, да. Change your camouflage by selecting camouflage from the survival viewer. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change. Вот вы если словарь синонимов откроете, там будет напротив стелса написано Horde Steam. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay?
Меня обучают стелсу. Меня. Это я обучал игру стелсу. Так. Что я хотел посмотреть? Я хотел посмотреть, как сохранение работает. Опа, карта. Ну-ка. Ничего себе. Ничего себе. Да. Не, ну вот это плюс 5 к стелсу, вот это, естественно, берем. И вот это. Охренеть. Так, надо девушке звонить. Понял, принял. Понял, понял. Ладно, потом звякнем. Потом звякнем, мадемуазели. Так, а в этом ничего не спрятано? Спрятано, конечно. Это читалось. Это читалось. Пак джус. Какой-то там сок. Что, кто, где, когда? Nobody here. А как пистолетом пользоваться? Как целиться? Я целюсь? О. А где он? Он же только что тут был. Вон он. Спокойной ночи. Сладких снов. Так, направо или налево? Там враг. Давай направо. Ну зачем это? Прямо? Почему прямо? Мы сейчас обойдем. Кустики, кустики, кустики. Ты что за таймер? Что? Кто? Где? Ля ты крыса. Да спи уже. Да сколько в тебя выстрелить надо? Да иди сюда. А как ножом бить? Ты заснешь или не заснешь? Спать. Так, вкусняха. Греночка. Так, нормально. В принципе, считай, нас никто не видел. Нас практически даже никто не видел, по сути. Долина водна. Да. Перевод прям дословный. Прям Хурц Транслейт.
Радар перегревается? Ну я так и понял, я все думал, что эта полоска значит. Перегрев, да, значит? Понял. Да здесь радар никчемный на самом деле. То есть его вырубил. И он типа восстанавливается, да? Разберемся. А здесь работает? Подойти со спины и прицелиться. Он руки поднимет. Я видел, что я глушак выключил. Но он здесь вроде только один. Не работает. Понял. Ладно. Ладно, вставай, Снейк! Встань! Встань, пожалуйста. А почему сейчас не сработало? А, еще ближе надо было подойти. Я дно проверял. Я проверял дно водички. Я просто проверил дно водички. Да встань, пожалуйста. Who's that? Radio, where's our backup? Нормально, по стелсу работаем. Спать. Я сказал спать. Да спать. Там еще бегут, прикиньте. Ой, еще. А вы боялись. То есть вот так вот, да, надо подходить. Все, понял. Понято. Да, правильно, патрон просрал. Заветь, пожалуйста. Тоже вариант. Я так и задумал. Ой, какой я молодец, а. Да хорош, ты можешь ровно идти. Тут его шатает прям. Еще медленнее. А он медленнее, чем вот это не идет. Это самый медленный вариант. Вот это самое медленное. Что нету? Тут по-любому вкусняшка. Тихо. Это читалось. Это нычка предсказуемая. XM16EA. Какой-то, короче, пистолетный. А, какой-то мод, модификация.
Как там включать этот самый прицел? Ой, прицел, глушак. Как я выключил глушак? Никто не знает, как я глушитель выключил. Блять. Нет, я ж включал-выключал этот самый. Вот. Фух. Ты куда? Ты куда? Ты куда? Чш. Ну ты экстремал. Эть. Да-да-да, я уже это разобрался. Спасибо. Спасибо. Так, что там, радар восстановился? Да. Рассвет. Уже рассвет. Не сказал бы, на дворе ночь, вечер. А, в меню грены и новое оружие? Ё-моё, как все сложно-то, а? Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. Здорово, Акуна Матата. Здорово. Can't see Sokolov from here. Что, ты прошел ты в итоге вчера Last of Us? Security is pretty tight. Я заглядывал, ты там уже это... Последний раз за Эльку играл. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Много охраны будет. Ну ладно, мы по стелсу сейчас все сделаем. Your objective, Sokolov, is Или не inside the сейчас. factory. They should be holding him in a room in the Мой northeast section. объект Соколов. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not Майор approach Том. Sokolov while in the alert phase. 55 лет. Right. Oh, and one more thing, Snake. А это этот майор в первой и второй части, нет? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. Паучий DLC это ты так Майлса Моралеса называешь? Или паучий DLC к Человеку-пауку именно? Understood. Beginning my approach to the target. А, это другой майор. Все, понял. Так. Как это работает? Это работает. А, тут еще и не больше 8. А, это хавчик. Все. А, DLC к первому. Все, понял тебя. Теперь понял. Так. А это что такое? Что за баг джуйс? Что за сок? Это тоже речка? Здесь глушителя нет. Так, ну потопали. Жучий сок? Зачем мне жучий сок? Что он дает?
По тесте. Да встань, пожалуйста. Так, там палево. Да нельзя. Тебе показалось? Пить меньше надо. Ты никого не видел. Он идет сюда? Простите, у вас можно тут приземлиться? Да, народ, приземляйся, здорово. Здорово. Он сюда идет или не идет? Вроде нет. Есть. Как там стрелять? Стрелять как? Стрелять как? Подожди, подожди, дай оружие поменяю. Встань, встань. Кто на меня? Шел. Следующий. Так, это стелс. Это же стелс, нет? Это определенная форма стелса. Да умри, пожалуйста. Это кто бежит? Ля ты крыса. Это спит. Наелся и спит. Один патрон. Супер. Погнали в рукопашку. Иди сюда. Сюда иди. Отдыхай. Отдыхай, говорю. Отлично, этот спит. Следующий. Кто еще жив? На. На, говорю. Ты иди сюда, ты последний остался. Он же последний? Не, он ни хрена не последний, кто-то еще шмаляет. Короче, побежали. Ай. Ай. Потрошки, супер. А нам куда? Давай. Бежим. Бежим. Куда? Куда? Вот сюда, 100%. Давай, нормально. Здорово. Ушел. Педран. Что? Прятался? Захавай. А как мясо хавать? Ты дурак, что ли? Ты зачем мясо выкинул? Ладно, похрену, убежали. Дверь, открой. Что ты хочешь? Major, I'm in front of Sokolov's cell, but the door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Mission? Yeah. What phase is it now? Alert. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle.
Don't you listen to people when they're talking? Well, anyway, the reason that door won't open is probably because Sokolov is blocking it himself. He's scared, no wonder. In order to break Sokolov out of there, you'll need his cooperation as well. Да, Just stop scaring. мне нравится, что здесь можно в такие моменты просто Contact пробежать. Sokolov later after you've disengaged the enemy. Once things have stabilized, try it again. Got it? Что в итоге нам надо делать, он сказал? Раковика. Ключ искать? Да что ты хочешь? Уйди. А, тревоги избавиться. Это легко. Это фигня вопрос. Это я опять стою вот сюда вот просто. И ждем. И ждем. Все, видите? Я ниндзя. Меня нету. Они боятся сюда зайти. Они понимают, что их тут ждет смерть. В смысле? А почему время перестало тикать? Так, как мясо захавать? Нет, стоп, это выносливость. А ХП как? Это ХП? Это тоже не ХП. Как ХП восстанавливать? Как восстанавливать ХП? А, восстанавливается он по чуть-чуть. Блин, пипец, здесь тревога медленно спадает. Мне надо... Не, вон я что-то захавал и ХП восстанавливается. Нормально. Это что, мне 1,5 минуты просто так стоять ждать? Серьезно? Да почему время-то это обновляется? Я не понял. Давай присядем. Семьдесят 74, 73, 72, 71. Чё, народ, как выходные провели? Готовы к новой рабочей неделе? У меня вот, к примеру, по сути, опять выходных не было. Жду не дождусь день, когда я смогу наконец выспаться. Шел спать? Давай, бать, давай. Да, мне тоже. Нет, завтра тоже, как обычно, в 7:30. Подъем. Давай, бать, спокойной ночи. Но мы с вами, народ, еще посидим. Мы как минимум, думаю, часиков до 11 в Metal Gear. А потом розыгрыш заказа игры. На один стрим.
25 секунд осталось. Ну, вот это, конечно, слишком долго. В первых двух частях намного быстрее тревогу спадала. Конец-то. HQ. This is HQ. Patrol here. Давай, давай, давай. Understood. Return to your position. О, супер. Все по красоте организовали. Ну вот фиг знает, как быстрее бы было пробовать все это оползти по-тихой. Или просто вот так вот пробежать и вот там вот в углу встать. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to Ну, seize все, это control минут of на the 30, да? motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition. Никитка, Хрущев. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. На 45? Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. А здесь в конце надо будет с Metal Gear'ом тоже сражаться или нет? Your Russian is superb. Where did you learn to speak it?
from my mentor. Во второй части Metal Gear был напроще. Ой, намного проще, чем в первой. America is truly a frightening country. Во второй, в принципе, боссы были попроще. No. I have no love for this place. Let's go. Даже не то, что попроще. В первой боссы были достаточно долгие, нудные. То есть многие были несложные, но очень долгие. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Не, в первой они были несложные, вот, к примеру, а именно долгие, нудные. Во второй достаточно простые, вообще, в принципе. Тут посмотрим, посмотрим. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Tails. Freeze! So this is the legendary boss. Оцелот. Здорово. Здорово. Давно не виделись. Сколько? 2 недели уже не виделись. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a GRU soldier doing here? Лысый оцелот? Серьезно? Лысый? He's the Ocelot commander. Если бы мне показали его фотографию и спросили, кто это, я бы в жизни не ответил. Я бы сказал, что это Хитман. Кстати, в фильме Хитман будет... Хитман будет с волосами. Как минимум в начале. What? А, нет, все-таки есть волосики. То есть все стояли, смотрели, да? Ну-ну. Ну-ну. Это вот они были шокированы. Какой солдат будет смотреть? Ну, я, конечно, не могу судить. Я никогда на их месте не был, но я сомневаюсь, что какой-либо солдат будет стоять и смотреть, когда в его напарников стреляют. Мне кажется, это немного не так работает. Ну, ладно. Игровые условности. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Мы друзья?
Да причем здесь русских, не русских? В принципе, любой, мне кажется. Crew operatives? What is that stance? Huh. That gun. А босс это деваха, If правильно? you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Whoa! Эти тоже сейчас стоят, смотрят, ну что... Ладно. Наелся и спит. Наелся и спит. You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you Я alright? играть еще буду, нет? Или все, я игру прошел. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a Теперь на group 15 часов катсцена. A Gru colonel? part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgans. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. О, рассвет. Так. Надо лутать здесь все. Есть что лутать вообще? Они ж не проснутся, надеюсь. Это будет достаточно неприятная ситуация. Я тут бегаю, вкусняшки ищу. Ничего-то вкусняшек не видать.
Да, походу нет тут ничего. Ну нет, так нет. Это если мы играли по-тихому, мы здесь тихонечко должны были заползти. Там уже открыть дверь. Но мы, собственно говоря, так и сыграли почти. В принципе. Так, а это что за лестница? Наверху ничего нет? Ничего нет. Куда нам идти? Сюда? Обратно, да, я так понимаю? Тут же некуда. Ну да, судя по всему, обратно. Ну погнали, чё? Ученого найти. Ну значит точно обратно. Он же куда-то сюда побежал. Обделался, бедный. А я дерево. Долина водна. Долина водна. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. А, вот розыгрыш игры на стрим будет, если будет 5 человек хотя бы участвовать. Если нет, то опять откладываем на следующий раз. И так каждый раз. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. О, это ж Metal Gear, да? No, this is only the end. Ну, рано или поздно, когда-нибудь It won't be truly finished наберется. until we complete Надеюсь. phase 2. Phase 2. По сути, если бы каждый, кто сейчас смотрит, поучаствовал, то было бы нормально. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War. Это же Metal Gear был, правильно? And then the Age of Fear will truly begin. A world war. I had no choice but to cooperate. Как, вчера нас было 4 со 40 сильных. Didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America. Quickly. Ну пускай стримит, не They трогай его. cannot complete it without my help. Не надо никого звать, кто хочет, сам придет. Я вот не люблю вот это. Metal Gear в этой части нету. Что это за робот был тогда? Да не ссы. Я знаю, я 4 раза чуть не упал, не переживай, все нормально. Это свои, да? The Boss. Boss?
Yes. Мать, там сейчас ученый в штаны наложит. Сама за ним убирать будешь потом. Слышишь? Ты потом сама за ним трусы менять будешь. Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets. Metal Gear плавно превратился в Людей Икс. Сейчас Магнетто прилетит. My friends, Росомаха, все дела. let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, О, это же это, попугай. boss. Now Какие that all глаза five of us are красивые, а? together, Какие it's красивые time we go глаза. to the depths of hell itself. Получается, одна управляет погодой, второй It's raining жука, blood. ну, осами, у третьего глаза пучеглазые. Is he crying? Один умеет летать? Невидимка! Не-не-не, невидимок мне не надо. Вот невидимок мне не надо. Точно Люди Икс? Раз жаба. Жаба был в Люди Икс. Kuwabara. Электро, это уже еще раз паука. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Солидно. Вот это солидно. Это не я играю. Если бы я играл, у нее бы шансов не было. He's seen my face. We can't let him live. Ля ты крыса. Khrushchev finds out about this, we're finished. О, я же говорю, Росомаха сейчас придет. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. Сейчас прыгает, да?
Привет, Ката. Привет, спасибо за рейд. Спасибо за рейд, здорово. Как дела? Как поживаешь? Как стрим прошел? Охренеть она нас уделала, а? А я не зря дно проверял. Я тогда прыгал, я же говорил, я дно проверяю. Перстимер, привет. Здорово. Проспирокс 42, привет. Всем привет, всем рейдерам. Вечер добрый. Мы тут в Metal Gear играем. Ясное дело, что мы выжили. Ясное дело, что мы выжили. Снейк, проснись. Не спать. Ответь уже. Начальник звонит. Когда будильник прозвенел в 7 утра. Can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Да нормально ще оклемается. Stay with me. Я пару пилюлек бахнет и все отлично. Think you can handle it? Major. Наверное. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and Можно rib субтитры на русском, пожалуйста? Было бы вообще идеально. right elbow and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Я вроде как общую суть улавливаю, но... Move the healing cursor with как the left общую analog суть? stick to the affected part of your body. Процента Once you've 3,5. selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. Пираты эту часть не стали переводить. Эх, эти пираты, осуждаем. Осуждаем пиратство. Причем удивительно, что вставили перевод местности, но не стали ничего другого переводить. Подъем. Подъем, Снейк. Что он хочет? Так, надо что-то бахнуть, да? Да? Нет? Тут надо лечиться. Врача, врача! Так, лечиться. Как мне лечиться? Что мне надо бахнуть? Что употребить?
Тур. О, вай, вай, вай. Так, ну-ка. Антидот, блуд-серум. И чё нам вот этот цикламет или демет? Чё нам бахать? Ну точно не серум. Точно не антидот. Чё из этого? Явно не то. Тоже не то. Тоже не то. Тоже не то. Я обычно все бахал. Ну, судя по всему, я сейчас так же буду делать. Проценты не увеличиваются. Ну. Куда я еще не бахнул? Ё-моё! А что я сейчас сделал? Я сейчас просто так что-то так забахал, да? Дезинфекция. О, бандаж надо. О, отлично. Докторскую степень мне, пожалуйста, дайте. Все, завтра в Склифосовский поступаю. Зачем я сигару бахнул? Ай да я, ай да я. Так. Отлично. Отлично. И последнее. Фух. Тяжелая операция была. Сигары можно прижечь. Это все я сделал, это я его так не перебинтовал. Да-да. Серьезно. Аж мне больно стало. Справил так справил. Аскорбинку выпейте нормально. Аскорбинку и угольком запить. И бодрячком. Да ладно, Снейк, что ты притворяешься? Ну да, еще подорожник можно приложить. Да симулянт, а? Че там всего лишь-то с 40 метров с моста упал?
We're coming to get you now. Just stay Нет, where you с are. кем не We'll drop бывает. a recovery balloon. Can you set it up? Ката, а ты еще тут? Просто, если тут это... У нас с Дрейгом постоянные предложения есть, если что. Мы никак не найдем с кем коопа постоянно проводить. Кому не напишем, все пас. Ген тоже постоянно никуда ничего не хочет. Сколько эта катсцена уже идет? Excellent. A great success. А, да. Thanks to the boss Да, and her наигрался я, cobras, конечно. I have both Sokolov and the Shagohod. А это что за деваха? Ля какая, а? Ничего такая. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. Судя по всему, она не очень довольна своей должностью. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Ща как бахнет! Even if they are our enemies, they're still our Охренеть, это countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American. Он же сейчас все разнесет к чертям там. Your fellow Russians? Целоту не очень это нравится. Remember the Alamo. Colonel! Сейчас весь лес в хламину. Я думал, будет хуже. Знаете, когда купил дорогой фейерверк, и он не оправдал ожиданий.
Сейф, и да, сейф, конечно. Да, я думал, будет больше. Так, все, сохранились. Сохранились. А, это было вступление, да? Ну да. Почему бы и нет? Час 46. Ну ладно, 10 минут. А, ну да, час 46. Час 56 идет стрим. Минут 10 мы начинали. Теперь... А я-то думал, а чем мы до этого занимались? До этого мы киношку смотрели. Не-не-не. Не-не, всем добро пожаловать, всех рад видеть. Не надо тут со Сору Сильвер ерунды говорить. Они всегда могут посмотреть на меня, если что. Одну неделю спустя. 30 августа 64-го. 11:30. Арктический океан. Approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too?
Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too Это excited. сцена длиной в жизнь. Here, have a cigar. It's Cuban. Да некогда мне, Сосору Сильвер, некогда. Я говорю, у меня выходных не было уже больше 2 недель. This Прямо, morning, чтобы I я had a целый день meeting with мог, the CIA. чтобы я мог выспаться, целый день провести дома, условно говоря. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. Ну, так получается. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Плюс Johnson. в среду я опять, ну, в среду вечером, ну, по сути, в четверг я опять на соревнования уеду. То есть это получается эти выходные опять минус. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borisovich Volgin. Евгений Борисович Волгин. Евгений Борисович. Go on. Who is the soldier? Брежнев, Хрущев. Вот это именно... During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean Voyevoda? The boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The boss took 2 miniature nuclear shells. Да, Voyevoda. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. But serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. Евгений Борисович Voyevoda. Wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the boss, with Colonel Volgin's help, Colonel stole 2 Volgin. experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a US military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week
You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. Катсцены длиной в фильм, серьезно. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, одну неделю. Вы имеете только одну неделю. Nothing means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal? If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Чё? Are the Russians going to be helping us? Ну почти. The KGB has promised to lend us one of their О, она сейчас communications как это? satellites, so that you Как and I из can водной talk пушки to each other. выпустят. That's it? They've also put О, us in touch with здорово. a couple of insiders. Это Снейк, чтобы не скучно было лежать, да? There was a defection Повесили. in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Запускайте Снейк. Control. Unidentified aircraft detected. Altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Microsoft аэросимулятор. Полетели. Да, я тоже так хочу. Я тоже так хочу. Прикольно, наверное. Хотя нормально, что у него за неделю, да, 57 переломов срослось. Как бы... Вообще. Как нечего делать. 57 переломов, 87 разрывов. 33 трещины в ребре. Нормально. Да, сейчас что с майором поговори. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time.
Все, сейчас сохраняемся и идем шары Find катать. out what's happened to the Shaggerhod. Если 5 человек не наберется, то просто катаем. Если наберется, то заказ игры разыграем. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know. То есть, да, в этом все дело. Понятно, You mean it понятно. wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shaggerhod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Harry Tom Potter. was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency? Да, я знаю, ты это говорил 2 часа назад. 0.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission. Это я тоже уже знаю. 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. Он когда-нибудь Going заткнется up или against нет? some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. Пожалуйста. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How'll I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is... Who О, are the опять это Лали-Лу-Лило. Lali-Lu-Le-Lo. Лали-Лу-Лило. Gotcha. You've been Лали-Лу-Лило. equipped with a 45 for this mission. Лали-Лу-Lило. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Фу, дремучий Восток. Так, сохраняемся. Кому там надо звякнуть, чтобы сохраниться? Парамедику. Нет, стоп, 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 не парамедику. Отстань. Там сейф было написано. Отстань. Snake. Дай! Вот. Saving the game, Snake? Да. Да.
Да. Вот сюда. Yes. Фух. 20 минут прошло. 20 минут прошло с последнего сохранения. Мы сохранялись перед катсценой. Годзилла, король монстров, согласен. Годзилла топ. Кинг-Конг лох. Хотя не буду спойлерить. Я не смотрел фильм, но я могу уже вам все проспойлерить. Вот что значит любовь к кинематографу, блин. Зачем вот этот разговор про Годзиллу нужен? Мне просто интересно. It was originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course. Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Зачем этот разговор нужен был? Просто зачем? Объясните мне. В чем его функция? В чем функция вот этого диалога была? Да, я мог его скипнуть, но мне было интересно, чем все это закончится. Так, ладно, пойдем в шары. Сейчас узнаем, есть ли желающие заказать игру. Разговор по душам? Ну да, ну да. Стрим. Так, рейс. Пип. Народ, если есть желающие, пишите play. Восклицательный знак play. Если наберется 5 человек, то разыгрываем заказ игры. Не наберется, то просто парочку гоночек запустим. Ой-ой, ой-ой, ой, стой. 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 Сейчас вообще один поеду. Не успел со Зору Сильвер. Соло рейс. Кто же победит? Кто же победит? Как думаешь, Сосору Сильвер? На кого ставишь? На шарик? То есть по управлению. Давай, 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 шарик, давай. Ускоряемся.
Пить. Так что здесь перезапустить нельзя ходу. Тут как-то я долго до финиша лечу. Если учесть, что рекорд этой трассы 49 секунд, я уже качусь минуту 49. Ить, 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 ить. Победа! Победа! Всех уделал. Всех порвал. Так, пишем, народ. Плей. 6 человек, а никто не участвует. Ну, никто не хочет. Никто не хочет. Зазору Сильвер, ты-то тут хотя бы? О, Зазору Сильвер тут. Давай, 15 секунд ждем. Сейчас я тебя уделаю. Шансов нет, ты же понимаешь, да? Они идут ноздря в ноздрю. Хурстим сразу вырывается немножко вперед. Хурстим сокращает, но Сосору Сильвер пользуется тактикой Хурстима. И в принципе они идут практически на равных. Хурстим немножко впереди. Хурстим пошел налево. Сосору Сильвер пошел... Ой, Хурстим пошел направо. Сосору Сильвер пошел налево. Кто же выбрал более верный маршрут? Это мы с вами скоро и узнаем. Хурстим быстрее добирается до льда по тоненькой дорожке. Сосору Сильвер отстает буквально на парочку миллиметров. Хурстим попадает почти в яблочко. А что дальше? А, все? Такая короткая? Ну, Сосору Сильвер, я же говорил, шансов нет. Просто, да. Ну, в общем, я выиграл. В общем, я выиграл. Давай еще одну, если больше никто не придет, то будем заканчивать. Кому рейд будем кидать? Воробью? 6 человек написано на трансляции. Может, воробью. А почему бы и нет? Не стесняемся, народ, пишем плей. Уж тебе за 40 Сильвера не сомневался. Ладно, никого нет. Поехали. Блин, это длинная карта, смотри. Рекорд минута 44. То еще минуты 2 катиться будем. Второй Сильвер сходу уходит немножко вперед. Но все мы знаем, что у Сосору Сильвера есть проблемы с поворотами. Я не понял, почему Сосору Сильвер уже внизу, а я еще наверху.
Сору Сильвер прям хороший отрыв уходит. Хороший задел на будущее. Возможно, даже его проблемы с поворотами не помешают ему одержать победу в этой гонке. Это мы с вами сейчас узнаем. Стим делает рывок. Но нет, он застревает в зарослях. И, видимо, Сосору Сильвера уже не догнать. Но Хурстим пытается. Сосору Сильвер допускает роковую ошибку и улетает в тартарары. Я думаю, это победа. Если Хурстим сейчас просто, спокойно, не спеша покатится к финишу. Но Хурстим тоже решает отправиться в тартарары. И этот забег заканчивается ничем. Так, ладно, народ, раз никого нет, пойдемте на рейд. Так. Рейд. Правильно же, правильно. Так, 2, 4, 5. 5 нормально, пойдет. Всем, народ, спасибо, кто пришел. Всем пока-пока. Не знаю. Нет деньги, запрещено разыгрывать. Курс, спасибо большое за рейд. Пока-пока. Мне как медийке запрещено разыгрывать деньги.